Здравствуйте, меня зовут Алексей Редозубов, и я продолжаю рассказ о тайнах истории, об их связи с философией, философией смысла, с современной наукой и с искусственным интеллектом. Сегодня я расскажу о том, о чем вообще-то собирался очень давно записать видео, но что-то все время мешало. Видимо, на самом деле фундаментальность темы, которую я сейчас затрону. Дело в том, что какие-то рассказы, чтобы подготовиться к ним, да, надо иметь общее представление, но потом за несколько дней можно вполне связанно и логично все объяснить. А некоторые рассказы для того, чтобы их подготовить, требовали месяцы и месяцы упорных трудов для того, чтобы понять саму загадку. Сегодня речь пойдет о шумерских царских списках. Что это такое? Есть, наверное, две фундаментальные вещи в исторической науке. Вся египтология молится на Палетку Нормера. Это просто грааль египтологов. Поймем Палетку Нормера, поймем все про египетскую цивилизацию. И такой же артефакт есть у шумерологов. Это шумерские царские списки. Загадочные, невероятные, вокруг которых идут споры, что это такое. Вот о них-то мы сегодня и поговорим. Все начинается с того, что 3000 лет до нашей эры появляются две великих цивилизации. Появляются практически одновременно египетская цивилизация в долине Нила и шумерская цивилизация в Междуречии. И шумеры, и египтяне одновременно изобретают письменность. Эта письменность очень похожа друг на друга по своим принципам, но два разных языка, поэтому две особенности. А кроме того, географические особенности делают эти письменности внешне очень различными. Египтяне, которые высекают свои иероглифы на камнях, на каменных стелах, и упрощенное письмо, у них есть папирус, они его изобретают, и на этом папирусе чернилами они начинают писать упрощенными иероглифами, так называемым иератическим письмом. Древесина – большая ценность и редкость в Междуречии, зато огромное количество глины, и поэтому возникают глиняные таблички, и на этих глиняных табличках шумеры оставляют свои письменные следы, то, что мы сейчас знаем как клинопись, клинописное письмо. И вот в 1922 году экспедиция под руководством Герберта Вельт-Бланделла, раскапывая Ларсу, находит множество артефактов, в том числе таблички. Принято называть это уже даже не табличкой, находит призму. Находит призму, четырехгранную призму, на которой записаны царские списки. Записаны имена шумерских царей. Записаны, где, в каких городах они правили, записано, сколько лет они правили. Казалось бы, для шумеролога это находка, которая должна перевернуть все. Вот она, записанная самими очевидцами, история, ту, которую пытаются восстановить по крупицам, по археологическим раскопкам собрать где-то какие-то отрывочные сведения. Все в одном месте, в одном списке. Вот они тебе цари, вот они тебе сроки правления. Все бы замечательно, но датировка этой таблички, этой призмы, это приблизительно 1800 год до нашей эры. О чем идет разговор в ней? События, отстоящие от нее на 1000 лет, как мы сейчас полагаем, а то и более, да? А если верить самой табличке, то отстоящие на сотни тысяч лет. Потому что первые же шумерские цари, которые упомянуты в этой табличке, они правят ни много ни мало 28 800 лет, 36 600. Сроки невероятные. Почему вдруг у шумерских царей появились такие колоссальные сроки? Первая версия, которая приходит в голову, наверное, были какие-то реальные цари, а потом хотелось придать их правлению, как отцам-основателям, какой-то значимости, а как еще можно лучше прибавить значимостям, приписать по несколько ноликов к их правлению, к срокам жизни, объявить их великими, которые жили так долго. Версия понятна, но загадочности добавляет к этому то, что 8 царей, которые правили в 5 разных городах, все свое правление закончили тем, что наступил потоп. И когда идет разговор о том, что потом наступил потоп, загадка усиливается, потому как мы знаем библейский текст.
А в библейском тексте, в первой книге, которая называется «Книга Бытие», она же «Генезис», в 5 главе приводится список допотопных патриархов. То есть, начиная от Адама, у Адама было 3 сына, один был убит, соответственно, 2 рода, род Каина остался и род Сифа. И вот род Сифа идут патриархи, коих насчитывается 10 патриархов, а потом еще дети, которых родил Ной, Сим, Хам и Афет. И вот патриархи, начиная, Адам, Сиф и заканчивая Ноем, 10 патриархов, каждый из которых жил приблизительно по 900 лет. 800-900 лет. То есть сроки абсолютно нереальные. Но самое-то удивительное, что вся эта история точно так же заканчивается потопом. И вот тут невольно уже не развидеть ту аналогию. 8 шумерских царей, колоссальные сроки жизни, а потом потоп. Библейские патриархи, коих тоже приблизительно, не 8, пусть 10, и тоже потом потоп, и тоже огромные сроки жизни. И эта загадка уже начинает как будто бы кричать: «Разгадай меня, пойми, в чем дело, не может быть, просто случайно». Нет, конечно, найдутся те, кто попытается это дело также, очевидно, объяснить. А чего, дескать, шумеры придумали какую-то сказочную историю, в котором были былинные богатыри-великаны, жившие там тысячи лет. Понравилась эта аллегория, и в Библии какой-то писец, ковыряясь там в ухе и думая, чем бы удивить будущих читателей, начинает тоже писать какие-то несусветные цифры и пересказывать историю о потопе, ту же самую шумерскую. Если вы считаете, что все в истории просто так и все просто, то, в принципе, дальше этой версии, наверное, идти не стоит, и можно дальше выключать. Потому что я буду искать в простом сложное, и я буду пытаться объяснить, почему же все-таки 2 эти истории так похожи, и почему шумерские цари правят именно в такой последовательности и именно столько лет. Попробуем разобраться. Для этого вспомним, что мы еще знаем о великих шумерах. Изобретение письменности, которая потом была унаследована последующими цивилизациями, аккадский язык взял себе шумерский и дальше на протяжении еще пары тысяч лет использовал. Что мы еще знаем? Мы знаем, что они придумали шестеричную систему счисления. А придумали не просто так, потому что научились измерять время, потому что календарь, потому что... И тут мы приходим к тому, что вообще-то и астрономия была не чужда шумерам. Более того, потом уже из арабских источников мы знаем, что вавилонские источники нам рассказывают, что название-то созвездий, скорее всего, происходит от шумер, что они уже поняли, что путь Солнца по небесной сфере лежит по одной и той же линии, которую мы сейчас называем эклиптикой. И каждый год Солнце, проходя по вот этой эклиптике, проходит одни и те же созвездия. И проходя одни и те же созвездия в одно и то же время, оно описывает свой годичный цикл. И вот этим созвездиям были даны имена, появились сами эти созвездия. И все приходит к тому, что, скорее всего, это были шумеры. Что они-то и сделали эти открытия, они-то и сделали эти наблюдения, они-то и дали. Но только в этой истории странность в том, что не осталось никаких шумерских записей, где бы были записаны эти созвездия, где бы были записаны астрономические наблюдения. И это невероятно странно. Но мы же уже с вами говорили, да, что любая информация, просто запиши, всегда будет потом уничтожена, всегда найдется тот, кто посчитает ее ненужной, посчитает это чрезмерно сложным, посчитает это какой-то ересью. И для того, чтобы что-то сохранить, надо описать это аллегорически. Надо описать это как-то так, чтобы к этому отнеслись уважительно, чтобы к этому отнеслись с глубоким почитанием, и даже не понимая, все равно сохранили. Давайте мы предположим, что и здесь, в шумерских царских списках, мы имеем дело с записью астрономических каких-то явлений и событий. Ведь когда вот такие большие числа
И если ты правильно поймешь, как это число толковать, то, может быть, эти числа как-то ложатся на небесную механику. Для того, чтобы проверить это предположение, пришлось изрядно поработать. Дело в том, что для того, чтобы понять, что за этим стоит, надо проверить кучу гипотез. Проверить кучу гипотез на звездном небе – это не просто выйти на небо и посмотреть, это даже не просто взять каталог звездного неба и посмотреть. Для этого пришлось воспроизвести звездное небо таким, какое оно было 4000 лет назад. Да, для этого была написана программа, были взяты звездные каталоги, было учтено то, как меняется звездное небо с течением времени. А главное, что происходит, то есть понятно, что звезды имеют собственные движения, которые немного, но там за тысячи лет сдвигает их на звездном небе. Но главное, что меняет картину звездного неба, это прецессия и нутация земной оси. Вот если вы посмотрите на волчок, то в процессе вращения его ось совершает собственные циклические повороты. То есть угол наклона к плоскости остается прежней, самая абсолютная величина угла, а вот направление меняется и обходит вот такой круг. Вот по такому кругу вращается и земная ось. И за 4000 лет она сдвигается на крайне существенную величину, которая полностью меняет картину неба. То есть нет, Солнце продолжает двигаться по все той же эклиптике, но только меняется та картина, как мы эту эклиптику видим, где мы ее видим, в какие времена мы это видим, в какие дни. А для того, чтобы нам сделать точный расчет, нам надо абсолютно точно посчитать, что мы будем видеть на небе и когда мы это будем видеть. Я написал такую программу, сделал все расчеты, сверил. Есть такая программа Stellarium, которая моделирует звездное небо, и все там сделано всерьез по научным основам. Есть специально инструменты, созданные для верификации астрономических расчетов, Star Charts. Результаты совпали. Соответственно, убедившись, что этим результатам можно верить, всячески было сделано вращение, перемещение, смотрел на все, что только возможно, с разных сторон и точек зрения. И вот что в итоге интересное обнаружилось. Вот царский список, посмотрите на него. 8 царей и 5 городов, в которых они правят. В самом царском списке, это начало царского списка, потом там еще есть его длинное продолжение, мы сейчас будем смотреть на его с самого начала, на допотопную историю, на тех царей, с которых начинается, и история которых заканчивается потопом. И вот царский список. И в нем мы сейчас говорим о 28 800 лет. В оригинале написано в единицах измерения, которые называются сары и неры. Один сар – это 3600 лет, нер – это 600 лет. Соответственно, мы получаем, если мы возьмем 8 саров, то это 28 800. И так дальше по остальным. Это хорошо, отметим мы. Это понятно. А теперь давайте попробуем пересчитать все в неры. Мы понимаем, коэффициент 1 к 6. Если мы умножим сары на 6, добавим неры, мы получим время правления в нерах, а потом можем это сложить. И вот в совокупности у нас получается 402 нера. Такая цифра не круглая ни о чем, и неудивительно, что на нее, ведь понятно, что шумерологи многократно производили всю эту арифметику и складывали эти цифры, и получали эти 402 нера, и непонятно, к чему их привязать. 402 нера – цифра не круглая, цифра совершенно какая-то кривая, а хотелось бы что-то очевидное. Давайте подумаем, а что может связывать вот эти 402 нера с чем-то круглым, с тем, что для шумеров будет неким таким сакральным числом? Кстати, интересна вообще сама запись. Если мы посмотрим, как еще складываются эти 402 нера, то это 66 саров и 6 неров. В нашей десятичной системе записи это получается 6, 6, 6.
то самое число зверя. И это число упоминается-то как раз неоднократно, упоминается в связи с тем, что Соломону каждый год золото приходило, Соломон был очень богат, и золото этого было 666 талантов. А еще говорится так, здесь мудрость, это уже Новый Завет. Кто имеет ум, то сочти число зверя, ибо число это человеческое, число его 666. Поскольку шумерские мифы лежат в основе всей истории, которая описана в Библии, то вот такое совпадение, имеющий ум да исчислит, да? 666, которое встречается в царских списках, настраивает дополнительно на определенный лад о том, что, может быть, именно об этом фундаменте, который надо, имея ум да исчислить, и идет там речь. Не будем развивать эту тему, но так, чем черт не шутит. И вот 402 нера. Хочется привязать это каким-то образом к астрономическим событиям. Давайте внимательнее прочитаем, теперь уже в оригинале, как звучат вот эти царские списки. После того, как царство сошло с небес, царство перешло в Ириду. В Ириду Элоим стал царем, он правил 28 800 лет. Царство сошло с небес. Предположим, что речь идет о закате солнца. Солнце спустилось с небес, и теперь царство стало в Ириду. То есть солнце закатилось, и на том месте, где солнце ушло, появилось созвездие. Причем мы видим на том месте то самое зодиакальное созвездие, которое лежит на эклиптике. Что произойдет дальше? Из-за вращения Земли это созвездие постепенно уйдет за горизонт, и на его месте останется следующее зодиакальное созвездие. И так будет происходить до тех пор, пока не наступит утро и не взойдет солнце. Восход солнца зальет все синевой, и исчезнут все созвездия. Возможно, что речь идет именно о таком потопе. Еще раз, начинается с того, что закат солнца, появляются созвездия, одно за другим эти созвездия царствуют на горизонте, потом они за горизонт заходят, исчезают, и на их месте оказывается следующее созвездие. А когда восходит солнце, синева потопа погружает все вот в это разлившуюся воду, разлившуюся воду потопа. Хорошее предположение. Но для того, чтобы его проверить, нам надо понять, про какой день идет разговор. Потому что каждый день года свое соотношение день-ночь. Понятно, есть два равноденствия, но хотелось бы понять все-таки, о каком конкретно дне идет разговор. Тут можно сделать, скажем так, обоснованное предположение. Дело в том, что всегда во всех культурах, во всех религиях был один абсолютно избранный день, избранный по отношению ко всем другим. Это день зимнего солнцестояния. Скажу очевидные вещи, вы все знаете, да, что есть 2 дня равноденствия, весеннее равноденствие, зимнее равноденствие. В эти дни день равен ночи. Соответственно, есть летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние. Летнее солнцестояние – самый длинный день, самая короткая ночь. И наоборот. Зимнее солнцестояние – самая длинная ночь, самый короткий день. В этот день происходит перелом. В этот день начинает удлиняться солнечный день и сокращаться, соответственно, время ночи. Несложно представить, почему именно этот день во всех культурах имел особое значение. Также, смотрите, до этого тьма побеждала, а с этого момента, началось возрождение, солнце, бог солнца и так далее, и так далее. Предположим, что был за основу взят именно этот день. Самая длинная ночь. Видны созвездия. Тогда логично предположить, что мы и имеем дело с описанием движения созвездий именно в эту длинную ночь. А в эту длинную ночь надо учесть еще один момент, что созвездие мы увидим после захода солнца не сразу. Сначала мы увидим зарево, мы увидим сумерки, и только где-то через 18 минут после того, как солнце скроется за горизонтом, наступит действительно ночь, и мы на горизонте увидим созвездие.
То есть, ну понятно, даже в сумерки мы будем видеть какие-то звезды, которые находятся выше, но на горизонте мы их сможем увидеть только через 18 минут после захода солнца. Поэтому давайте попробуем, учтя вот эти 18-минутные интервалы, посмотреть, как будет выглядеть восход и закат по своему времени, как будут выглядеть созвездия на звездном небе именно для территории Шумер, там, Ларса, Вавилон, именно тогда, 4000 лет тому назад. Мы, конечно же, знаем современные созвездия, и цветом обозначены здесь как раз границы современных созвездий, те звезды, которые к ним относятся, но они очень неплохо ложатся на те границы, которые обозначены в царском списке. При этом мы выровняли царский список именно по вот этим границам дня-ночи, это красные линии, и добавили по 18 минут с каждой стороны. И вот тут происходит чудо. Наверное, первое чудо в этой истории. 402 – это длина ночи за вычетом 18 минут с обоих сторон. Если 402 – это длина, то сколько тогда будет продолжительность суток? И оказывается, что продолжительность суток получается в этот момент ровно 720. 2 раза по 360. А 360 – это и есть сакральное шумерское волшебное число. То, на чем держится система счисления. 60 и 360. 60 секунд в минуте, 60 минут в часе и 360 градусов в окружности. Это шумерская система счисления. День-ночь 2 раза по 360. Вот, 720. Почему 720 воспринималось в астрономическом плане шумерами особенно, понять несложно. Угловой размер Солнца, да и Луны, приблизительно полградуса. Поскольку орбита Земли эллиптическая, и мы то приближаемся, то удаляемся от Солнца, то и угловой размер Солнца колеблется вокруг этих полградуса. Но если мы положим солнечные диски и попробуем выстроить из них окружность полградуса, то у нас 720 таких дисков и уложится в полный круг. Поэтому, когда вдруг появляется число 720 в описании вот этого суточного вращения, это уже воспринимается как хороший знак, и возможно, что мы на правильном пути. А теперь посмотрим, можем ли мы как-то вообще подтвердить, что то, что мы увидели, это то, что задумывали шумеры. Ну, во-первых, давайте прочитаем, как теперь выглядит этот текст, если применить к нему наши аллегории. После того, как царство солнца сошло с небес, царство перешло в Ириду. В Ириду Алуим стал царем, он правил 28 800 лет. Мы говорим 1 час 36 минут. Потом правили другие, и заканчивается тем, что «а затем наступил потоп». Случился восход солнца. Почему мы получили такой час 36? Еще раз понять несложно. Полностью сутки 720 неров. 1 нер – это 600 единиц. 720 умножаем на 600 – это вот сколько в тех условных годах получаются сутки. В сутках 24 часа, поэтому делим на 24. И получается, что на 1 час приходится 18 тысяч лет. Это значит, чтобы узнать, сколько правил Алуим, надо 28 800 поделить на 18 тысяч. И мы получаем тогда вот это время. Как доказать, что мы действительно напали на правильный путь? Для этого давайте посмотрим, а на что мы можем опереться. Ближайший по времени создания и один из первых вообще каталогов, которые звездного неба нам доступны, это так называемый Мулапин. Само название Мулапин традиционно переводят как «звездный плуг», но поскольку записано это шумерскими иероглифами, то можно прочитать это еще, если читать по иероглифам, и как Мунгар, тогда это получается «звездный сеятель». «Звездный сеятель» мне нравится больше по ряду причин, но, опять же, не будем сейчас на этом останавливаться. Значит, этот каталог Мулапин самый древний, известный нам, был составлен в 686 году, записан в 686 году. Но потому, как описаны там положения звезд, есть подозрение, что он был составлен приблизительно, может быть, в 1000 году до нашей эры.
Есть астрономические расчеты, которые показывают, что наиболее достоверно это 1370 даже год до нашей эры. После этого он, видимо, переписывался уже без изменений. И вот версию его, соответственно, от 686 года до нашей эры мы и нашли. Там описаны созвездия. Там описаны и отдельные звезды, там описаны и некие астрономические события. Но нас сейчас будут интересовать именно зодиакальные созвездия, которые в этом каталоге. Вот перед вами таблица, где идет соотношение современных созвездий и созвездий, которые записаны в каталоге Мулапин. Теперь сделаем перевод. Как делается перевод? Тут нужно отдельное пояснение. Дело в том, что само слово, которое читается, оно должно читаться как положено по правилам аккадского языка. Вот это прочтение, оно видно из той транслитерации, которая записана в таблице. Например, гу-ла, да, два знака гу-ла, которые обозначают созвездие. Вот оно и звучит так, как гула. У слова гула может быть, соответственно, некое у этого звучание. Оно может соответствовать какому-то аккадскому слову, тогда вот, мы это слово и записали. Но есть и второй вариант. Дело в том, что изначально в основе письменности аккадской была шумерская письменность. Это шумерские клинописные знаки, которые были свойственны для шумерского языка, которыми записывался шумерский язык. И у каждого знака было его фонетическое звучание и был тот смысл, который за ним стоит, то слово, которое этим знаком обозначается. Так вот, мы знаем значения, которые стоят за этими знаками. И тогда мы можем, взяв запись именно по знакам, воспроизвести предложение, которое стоит за этим названием. И тогда получается, что гула можно перевести как «большая чаша», симах как «величие» или как «отличная судьба», ну и так далее. Мы здесь выписали только те созвездия, которые входят в наш список и нас интересуют. Я имею в виду те созвездия, которые нам встретились сейчас, когда мы клали шумерский царский список на звездное небо. Так вот, обратим только еще внимание, что сюда попал Орион. Орион попал в Мулапин. Именно как созвездие, лежащее на пути Солнца. Да, оно традиционно сейчас не относится к эклиптике, но Орион достаточно близко лежит от эклиптики, и поэтому посчитали, по крайней мере, вавилоняне, что его уместно отнести к списку созвездий, которые встречаются Солнцу по мере движения по небесной сфере. Теперь, внимание, фокус. Точно так же можно прочитать и имена шумерских царей. То есть каждое имя имеет фонетическое звучание, которое мы и воспроизводили. Мы говорили Алуим, мы говорили Алагар, но можно взять знаки, которыми записаны эти имена, и прочитать их как предложение. И тогда получается, посмотрите, что Алуим – оленьи рога, Алагар имеет сладкую жизнь, Эль – Менулана, господин становится главным на небесной сфере, и так далее. Вот этот список расшифровок. За каждой такой расшифровкой стоит наиболее вероятное использование знака. Тут надо отдельно сказать, что есть очень богатый корпус шумерских текстов, которые на сегодняшний день расшифрованы, прочитаны, и известны значения знаков, и известно, с какой частотой они употреблялись в том или ином значении. Когда знак используется как идеограмма, то идеограмма может иметь разные значения, но они будут связаны между собой неким общим смыслом. Как нога, идти. И есть частоты, с которыми используют те или иные значения. Вот мы для того, чтобы воспользоваться и сделать перевод, будем брать основные по вероятности значения. Или, по крайней мере, основных смыслов. Не уходя куда-то в редко используемые и далекие аллегории. Чтобы это было возможно, нам пришлось дополнительно написать программу для чтения шумерского языка. Это отдельно заслуга Дмитрия Шабанова, члена нашей команды, который потратил на это много времени, много усилий, выучил шумерский язык. Как это неудивительно, сейчас свободно практически читает на шумерском. И вот расшифровка
этих имен. Ну, а теперь надо сложить пасьянс. Теперь надо взять те созвездия, которые мы предположили, точнее, те имена шумерских царей, о которых мы что-то предположили. Мы совместили их с определенными созвездиями, мы поняли их место на небе сейчас. И теперь давайте представим туда те созвездия, которые были описаны в Молопине. И посмотрим, что у нас получится. Все начинается с Водолея. Гула в Молопине. Дословный перевод – большая чаша. В шумерских списках Алуим – оленьи рога. Внешнее сходство – да, и там что-то направленное вверх, имеющее в центре углубление. Почему может так называться большая чаша и оленьи рога? Именно Водолей. Дело в том, что на эти дни, а Алуим – это 247-303 день, ровно туда приходится зимнее солнцестояние. Вот это зимнее солнцестояние – это то самое минимальное значение дня, которое, если изобразить на графике, даст нам большую чашу с вот этим углублением посередине. Ну, то же самое и оленьи рога. Можно предположить, что именно эти аллегории и использовались, и когда давалось название большой чаши, и именно к этому апеллировали, давая имя Алуим, чтобы не назвать большую чашу напрямую, но дать тот образ, который однозначно будет с ней ассоциироваться. Дальше у нас идут рыбы. И вот эти рыбы – это алагар. Алагар имеет сладкую жизнь. А рыбы – симах – отличная судьба. Отличная судьба и сладкая жизнь – да, в принципе, наверное, речь об одном и том же. Можно с достаточной степенью вероятности сопоставить эти два созвездия. Почему они так называются? Потому что приходятся на месяцы, свободные от землепашеских работ. Соответственно, сразу вспоминается Ной, который утешил от трудов наших тяжких по возделыванию земли, которую проклял Бог. Есть что-то в этом. Дальше идет рыбы-овен. На рыбы-овен в Молопине приходится лу-хунга, овца, пьющая молоко. Эн-минулана, господин становится главным на небесной сфере. На эти дни приходится равноденствие. В момент, когда происходит равноденствие, день начинает быть длиннее ночи. Иначе говоря, господин становится главным на небесной сфере. Следующее. Овен, телец. Гу-анна. Нить небесной сферы. В шумерских списках эн-менгалана. Господин становится господином большим на небесной сфере. Ну, логично, после весеннего равноденствия день становится больше ночи, и, соответственно, господин становится господином большим на небесной сфере. То есть два эти названия поддерживают друг друга и действительно соответствуют тем астрономическим созвездиям, ну и тому месту Солнца, которое оказывается в течение года. В свою очередь, нить небесной сферы, весеннее равноденствие – это та точка, от которой часто ведут отсчет. Ну, потому что это удобно, она легко наблюдаема, от нее ведется отсчет. Поэтому нить небесной сферы, возможно, это и есть отсыл к тому, что вот отсюда начинается та самая нить, по которой идет Солнце. И вот это нить небесной сферы, которая описывает то, что мы сейчас называем эклиптикой. Дальше идет очень интересно. Дальше в Молопине идет Орион. И вот даже само звучание Си-па-зи-анна, пастух, взошедший на небосвод. Си-па-зи-анна, пастух, вошедший на небосвод. И ему соответствуют два созвездия, ну, по крайней мере, два царя. Первого зовут Думузи, пастух, а второго Эн-си-па-зи-анна. И вот обратите внимание, в Молопине Си-па-зи-анна, а здесь Си-па-зи-данна. Даже звучание очень близко. И близко почему? А потому что переводится практически так же. Это пастух, поднявшийся на небеса. И вот теперь у нас есть два пастуха, которые идут друг за другом. Думузи – пастух, который пастух
малый на подъем. Это дословный перевод этого сочетания. И пастух, поднявшийся на небеса. Пастух малый и пастух, поднявшийся. И обратите внимание на то место на небе, куда это приходится. Это то самое место, где эклиптика пересекает Млечный Путь. Поднимаясь, одно созвездие – это пастух, который внизу, другое – пастух, который наверху Млечного Пути. А что такое сам Млечный Путь? Ну, понятно. Млечный Путь – это наша галактика, которая имеет форму диска, и мы с Земли видим звезды галактики в форме вот этого облака Млечного Пути. Ну, это и есть вид на этот диск с Земли. Это огромное скопление звезд. И вот это скопление звезд, понятно, что оно выглядит и как облако, и как множество звезд, потому что плотность звезд на Млечном Пути гораздо выше, чем на остальном небе. Соответственно, появляются пастухи, которые пасут это стадо звезд Млечного Пути. Один пастух нижний, другой пастух верхний. Если наша теория верна, то действительно такое предположение выглядит достаточно изящно. Два пастуха, верхний и нижний. Музи пастух, Энси Падзиана. И дальше идут близнецы. Маста, Баг, Гал-Гал. И вот дословный перевод – это коза, разделяющая два величия. Интересная, да? Коза, разделяющая два величия. А Энмендурана, то, что из царских списков, господин священной расщелины небесной сферы. Господин небесной расщелины, да? Священной расщелины небесной сферы. Вы чувствуете, да, коза, которая разделяет два величия, и господин великой расщелины. Очень похоже, что речь идет, посмотрите на небо, речь идет о Млечном Пути и о том, что именно Млечный Путь разделяет пополам две части небесной сферы. Части небесной сферы – это величие. Ну а разделение их – это и есть Млечный Путь. Возможно, об этом и идет разговор. Дальше после этого идет рак. Рак Аллул. Аллул, дословный перевод, созреть до музыки. Ему соответствует Убар-Туту. И вот Убар-Туту, дословный перевод, праздник устанавливается. Созреть до музыки и праздник устанавливается. Практически для меня это, наверное, разговор об одном и том же. Только немножко разными словами. И, скорее всего, речь идет о том, что это приходится как раз на июнь-июль. Это как раз, когда собраны большие урожаи, и всякий сбор урожая – это всегда праздник. И возможно, что именно это и перенеслось на название созвездий, когда Солнце проходит их именно в этот момент. Я не знаю, как вы восприняли сопоставление имен царей, но для меня все выглядит достаточно убедительно. Мало того, что мы не мухлевали с положением этих созвездий на небе, мы выбрали то естественное положение, которое следует из приведенных чисел. Мы не мухлевали с подгонкой границ этих созвездий, мы просто взяли и в сопоставлении провели аналогии с тем, что мы знаем из современных названий, то, что мы знаем из Мулапина, и то, что мы увидели с именами шумерских царей. Но убедительность убедительностью, а вполне резонный вопрос, а зачем? А зачем понадобилось так хитро писать? Ну, это что, были какие-то фантазеры, которые решили нам оставить такую головоломку просто так, на ровном месте? Давайте попробуем подумать, что мы еще знаем про этот царский список и где мы можем попробовать поискать ответ. Вспомните, что 8 шумерских царей правили в 5 разных городах. У нас есть название 5 городов. И мы можем поступить точно так же, как с именами царей, попробовать прочитать эти названия и посмотреть, что они нам дадут. Вот таблица с этими названиями. Эриду. Принц, первый высокий. Бат-Тибир. Вообще-то стена цилиндра создается. Странное название, но запомним его. Ларак. Сломано равновесие. Сипар. Можно прочитать по-разному. Либо солнечного кольца начала, либо день приводит принца. Шурупак. Нижняя поверхность горы.
Теперь положим это все для наглядности на круг. Начнем. Справа поместим 0 весеннее равноденствие. Дальше отложим дни. Тогда внизу у нас получится летнее солнцестояние. Слева осеннее равноденствие, наверху зимнее солнцестояние. Дни, на которые они приходятся, 93-й, 186-й, 276-й день от равноденствия, весеннего равноденствия. А теперь снаружи отметим времена, на которые приходится правление в этих городах. И тогда сверху у нас оказывается действительно первый высокий. А второй город, окажется, стена цилиндра создается, который будет точно ложиться на боковую грань цилиндра, который был бы образован, если бы мы наш круг продолжили и сделали из него цилиндрическую фигуру. А затем сломано равновесие. Что такое сломано равновесие? Мы прошли через весеннее равноденствие, баланс дня и ночи, и вошли теперь туда, где вот этот баланс сломан, сломано равновесие. После сломанного равновесия мы получаем солнечного кольца начало. У нас теперь солнечный день значительно превышает ночь, и мы вошли в цикл, когда день господствует безраздельно над ночью. А потом идет нижняя поверхность горы. Мы спустились вниз нашего круга, вниз нашего цилиндра. А после этого наступает потоп. Вот тот самый потоп, который потом приводит нас обратно к первому, к началу. И с одной стороны перед нами очень хорошее описание действительно того цикла смены продолжительности дня и ночи, которая идеально ложится на составленную нами вот эту вот астрономическую историю. И то, что идеально названия городов ложатся на это, является неким таким доказательством того, что мы действительно угадали, правильно поступили, и действительно наши предположения имеют за собой некое здравое зерно. Но вопрос-то остается. А зачем шумеры это записали? Записали так хитро. И что они хотели этим сказать? И вот тут мы начинаем вспоминать, что цикличность, которая есть в сутках, когда день сменяет ночь, что цикличность, которая есть в годичном движении Земли, когда сменяют друг друга сезоны и когда сменяется продолжительность дня и ночи, что вот эта цикличность, она присутствует не только в природе, но эта цикличность переносится и на цикличность развития человеческого общества, которое проходит одни и те же этапы, раз за разом, цикл за циклом. И смена этих этапов в представлении шумер, а это я уже берусь утверждать, потому что расшифровал другие шумерские тексты и нашел там эти ответы, что в представлении шумер эта цикличность была всегда связана с приходом философии смысла, с тем, как эта философия смысла создавала законы, и как потом эти законы убирали смысл, начинали господствовать, и в итоге сначала это трактовалось как стабильность и процветание, а потом все равно приводили к самым печальным последствиям, которые назывались потопом. После потопа начиналось новое возрождение, и цикл повторялся заново. И я берусь утверждать, что вот этими числами, что вот этими именами царей шумеры зашифровали для нас послание, в котором астрономическая аллегория – это только часть этого послания, только то, что должно нам позволить его расшифровать. А идеологическая часть, аллегорическая часть послания говорит о том, что вот эта цикличность, которая свойственна природе, она же свойственна и человеческому роду, и человеческому обществу. И что день в этой аллегории – это закон, когда все ясно и понятно, а ночь – это аллегория того, когда видны звезды, когда видны нюансы и детали, это аллегория смысла. И что все начинается с того, что длинная ночь, и в этой длинной ночи ты видишь звезды, ты видишь смысл и начинаешь понимать то, как устроен этот мир, начинаешь
руководство со смыслом для того, чтобы построить свою цивилизацию. Потом ты создаешь законы, и наступает идеальная пора. Идеальная пора – это баланс между законом и смыслом. Когда законы уже созданы, но когда есть закон, а есть дух этого закона. И то, чему учат всегда юристов, то, с чего начинается первый курс, первые занятия, что дух закона всегда превыше буквы закона. Пока ты это помнишь, у тебя идет процветание. Как только буква закона начинает главенствовать над духом, начинается вторая часть морализонского балета. И вот то, что нам здесь хотят рассказать о том, что да, наступает момент равноденствия, момент счастливый, момент замечательный, момент, когда мы находимся между Солнцем и Луной. Да. И другая аллегория, о которой всегда пишет Шумер, это планета Нибиру. Нибиру – это паром. Паром, который находится на небе между Солнцем и Луной. И что Нибиру, вот та самая история парома середины, и должна быть то, куда должны стремиться шумеры, то есть черноголовые. И вот баланс. Этот баланс – это и есть та самая стена цилиндра, которая создана, когда соблюдается равновесие. Долгий достаточно период истории, когда законы созданы, когда они служат смыслу, и который, к сожалению, всегда заканчивается тем, что равновесие ломается, вот оно сломано равновесие, а за ним приходит начало солнечного кольца, когда законы берут на себя право все судить, уже не оглядываясь на смысл, и наступает вслед за этим тот самый потоп. И потоп у Шумер, повторюсь, я уже многократно об этом говорил, это и есть аллегория, когда восходит солнце. И синева, растекаясь по небу, заливает все звезды, и все звезды, все созвездия тонут в этой синеве, и остается только свет солнца, свет единой истины, которая всегда верна, и которая права, и которая тебе всегда расскажет, что и как надо делать. Вот, подозреваю я, в чем смысл этого послания. Ну, конечно, нельзя говорить, что мы расшифровали полностью шумерские списки, потому что то, что я сейчас 8 первых шумерских царей рассказал, на той же самой табличке ВБ-444, это где-то 1/20 часть от общего объема текста. И дальше есть и другие цари, и другие сроки правления, и другие города. И все эти имена можно расшифровать, и все эти города несут определенный смысл. Но, поверьте, это непростая большая работа найти эти аллегории. И если кто-то хочет заняться, вы знаете, мы создали потрясающий инструмент, который позволяет читать на шумерском языке. Очень рекомендую. Но пойдем дальше. Можем ли мы как-то еще подтвердить эту историю? Потому что, не болтается же этот текст сам по себе. Наверняка есть какие-то другие шумерские тексты и легенды, которые его поддерживают. И конечно, первое, что мы должны вспомнить, это шумерскую историю о потопе. Была найдена табличка с рассказом о шумерском потопе. То есть нет, ничего особо удивительного в этом нет, что эта табличка была найдена. Дело в том, что история о потопе достаточно хорошо известна, потому что потом наследница шумерской цивилизации, аккадская цивилизация, создала поэму о Гильгамеше. И внутри этой поэмы о Гильгамеше есть история, рассказ о том, как Гильгамеш путешествует для того, чтобы найти человека, желая обрести вечную жизнь. Он хочет найти того, кто пережил потоп и живет вечно, к которому он едет. И вот там эта история описана. И описана сама история потом потопа, но это все-таки уже более поздняя аккадская история. А мы-то хотели бы посмотреть оригинал. А оригинал шумерская история, к сожалению, сохранилась только треть таблички, на которой эта история, но из нее уже все достаточно понятно. Боги решили уничтожить людей, устроив потоп. Но богиня Нинтур, которая в свое время создала людей, кстати, создала их из глины, решила этому воспрепятствоваться и явилась к царю Зиасундри и сказала ему, что он должен строить ковчег, и на этом ковчеге, взяв мастеров, главных основных людей и животных, спасти человеческую цивилизацию. И тот исполнил это и создал ковчег. Кстати, та самая богиня Нинтур, которая создала людей из глины, которая много где фигурирует, богиня глины, по сути. Это и есть те глиняные таблички. Это и есть письменность, которая создает ковчег. А кто такой Зиасудра? Вот это Зиасудра,
если мы посмотрим на расшифровку его имени, то все встанет на место. Вот посмотрите. При восходе солнца оказаться пустым. Это дословный перевод этого имени. При восходе солнца оказаться пустым. И тут надо, конечно, сделать отступление, чтобы все встало на место. Я расскажу вам сейчас притчу, которая в самом начале, почти в самом начале сказок «Тысячи и одной ночи», и которая рассказывает о лекаре и правителе. Когда была у правителя проказа, и она его мучила, и он страдал от этой проказы, и пришел лекарь и сказал, что может исцелить правителя. И уточнил, что при этом не будет ни давать ему ничего пить, ничем не будет его мазать. Вначале это кажется странным, это заявление, но все встанет на место позже. И правитель сказал, что, конечно, давай, вылечи меня. И тогда тот сделал мазь, взял клюшку, а тогда на Востоке играли на лошадях, в поло, катали шарики, и вот он намазал эту клюшку для пола, намазал этой целебной мазью. Царь, не зная об этом, взял эту клюшку, играл, потел, мазь проникла в его тело, и царь исцелился. И когда правитель исцелился, в радости его не было границ, он призвал к себе лекаря и сказал, что теперь ты, лекарь, сидишь со мной за одним столом. Моя казна, твоя казна, моя одежда, твоя одежда. Любовь его была к лекарю безгранична, потому что он же его спас. Но прошло совсем немного времени, и пришел визирь, который сказал, что, наверное же, сказал он царю, пора лекаря убивать. Тот подумал и сказал, да, действительно пора. И вызвал к себе лекаря и сказал, что все, говорит, я тебя должен казнить. Почему, спросил лекарь, я же тебя спас. Он сказал, да, говорит, спас. Причем спас так, что я этого не заметил. А раз так незаметно меня спас, то также незаметно сможешь меня и убить. И вот почему вначале была эта оговорка лекаря по поводу «не буду тебя ничем поить, не буду ничем мазать». Царь всегда боится отравления. Царь всегда с опаской воспринимает любые предложения «испей» или «давай я тебя намажу». И то, что лекарь смог его исцелить, так что тот не заметил, в этом и есть ключевая мораль этой истории. И царь его должен казнить. И тогда лекарь говорит о том, что, я понимаю, но могу ли я еще тебе после смерти послужить? Я, говорит, сделал специальный поднос, посыпал порошочком, поставь на него мою отрубленную голову, и она тебе после смерти еще чем-то да поможет. И тот так и сделал. И эта отрубленная голова уже после смерти сказала царю, что при жизни успел я написать книгу, и в эту книгу я поместил все тайны этого мира. И вот эту книгу ты, царь, должен читать для того, чтобы эти тайны постичь. И царь взял эту книгу и стал ее читать. А страницы слипшиеся были и туго листались. И он слюнявил палец для того, чтобы листать. А листать приходилось много, потому что страницы все были пустые. И он листал, а страницы пустые. Слипшиеся пустые страницы. И он листал, и он не знал, что эти страницы пропитаны ядом. Аллегория этой истории предельно понятна. Когда смысл помогает тебе построить великую цивилизацию, когда ты получаешь все то, что ты можешь получить от этого смысла, исцеления, здоровья, то ты понимаешь, что этот смысл хочет разделить власть, что этот смысл будет править, а закон очень не хочет этой властью ни с кем делиться. И что смысл всегда закон может убить, потому что смысл имеет над ним главенство. И поэтому для того, чтобы править единолично, закон всегда убьет смысл. Он убьет тех носителей этого смысла. И самое главное, он убьет все тексты, он убьет все рассуждения по поводу смысла. И единственный способ сохранить вот эту философию смысла – это записать аллегорический рассказ об этой философии смысла. Вот этот аллегорический рассказ – это и есть ковчег, который будет нести в себе тот самый яд, который потом отравит этот закон и который позволит вернуться философии смысла. Но это произойдет потом. Но в момент, когда восходит солнце, в момент, когда закон
ощущает всю свою мощь, книга «Ковчег» должен оказаться пустым. Страницы должны быть пусты. Тот, кто будет смотреть, должен увидеть в них только непонятный, пустой с его точки зрения текст, ничем ему не угрожающий. Это единственное, что позволит этим текстам выжить. Вот поэтому Зиусудра и переводится как «тот, кто будет пустым, когда взойдет солнце». Это и есть аллегория ковчега. Это и есть аллегория этих текстов. А можем ли мы еще как-то это подтвердить? Дело в том, что, конечно, можем. И дело в том, что есть замечательный текст, о котором, конечно, надо бы вообще отдельно говорить, как о любом великом тексте, но понять его по-настоящему можно только в связке с остальным нашим рассказом, поэтому я сейчас все равно его упомяну, хотя и скомканно. Это поучение Шурупака. Это текст, в котором огромное число поучений, которые дает Шурупак, и вот Шурупак, отец, дает эти поучения своему сыну Зиусудре. И в этом-то и есть замечательное, тому самому Зиусудре. И, кстати, Шурупак, наверное, вам тоже знаком. Давайте я зачитаю вам, как начинаются поучения Шурупака. В давние дни, в стародавние дни, в давние ночи, в стародавние ночи, в давние годы, в стародавние годы. Во время оно некий мудрец. Хитроумных слов он был составитель, сведущий в слове, шумера-житель Шурупак наставлял сына. Это перевод Афанасьевой, и обязательно надо упомянуть, потому что это человек, который очень многое сделал для того, чтобы донести до нас шумерские тексты. И вот о чем идет разговор, что есть, смотрите, у Бартуту, который нам уже знаком, у Бартуту это тот самый последний из 8 шумерских царей, из того списка, перед которым был до потопа. Здесь написано, что он отец Шурупака, а у Шурупака сын Зиусудра. И дальше идет несколько сот наставлений, 200 где-то, которые странные, удивительные. Вообще замечательные наставления. Дело в том, что на них, по поводу этих наставлений написано огромное число статей, где с очень серьезным видом шумерологи объясняют, как был устроен шумерский быт, объясняют нравы шумеров, ссылаясь на вот эти вот поучения Шурупака, как на бытовые поучения, как надо жить. Ах, это просто замечательно. То есть огромное число поучений, которые рассказывают о чем-то, и все это рассказ о шумерском быте, и вот давайте-ка мы сейчас восстановим, как жили шумеры, и, исходя из этого, как написано, так и считаем. Ну, это вообще общая, конечно, трагедия шумерологии, как написано, так и считаем. Теперь смотрите. У нас есть у Бартуту отец Шурупака, Шурупак сын у Бартуту, отец Зиусудры. И Зиусудра сын Шурупака. Да? Это вот один слой, в котором мы видим вот эту последовательность правления. Сразу удивительное, что если мы посмотрим царские списки, то там у Бартуту это последний допотопный правитель, Шурупак последний город до потопа, а Зиусудру, ну это уже не в списках, это уже мы знаем теперь, да, из мифов, царь, переживший потоп на ковчеге. Выстраивается еще одна линия. И при этом вот это противоречие. Вроде как Шурупак это город, а тут Шурупак это царь. И вот тут надо, конечно, вспомнить о главном, что любое противоречие надо воспринимать не как ошибку, которую надо исправить, а как повод задуматься, почему так сделано. Потому что это специально заложенная для нас подсказка, когда, увидев противоречие, мы должны это противоречие объяснить. И тогда всплывают аллегорические вещи, стоящие за вот этими тремя персонажами. У Бартуту поздний рассвет искусства, праздник устанавливается. Шурупак – эпоха застоя, предшествующая потопу. А Зиусудра – аллегорический текст, который всегда и возникает именно в этот момент для того, чтобы сохранить знания. Перед тем, как все начнет рушиться, бушевать и начнется некий кавардак. Ну а теперь давайте только начнем читать поучения Шурупака. Первые 5 поучений, вот в той последовательности, как они идут в тексте. «Осла крикливого не покупай, стоит его крик в твоем затылке.
Поле у дороги не разбивай, затопчут. Поле наслиных тропов не возделывай, загубят. Колодца посреди поля не выкапывай, водою зальет. Дом на улице широкую не выпячивай, пусть в ряду стоит. И еще дальше огромное число таких же поучений. Ну, конечно, да. Строю дом, да, не посреди дороги. Это очень важное поучение. Наверное, именно такое поучение надо было давать будущим поколениям. Конечно, поле у дороги не разбивай, затопчут. Шумерологи так и рассказывают, что надо было до следующих поколений донести какие-то вот такие простые, банальные истины, которые очень важны были для выживания шумер. Как же? Не догадаются дети, что поле-то нельзя у дороги делать? Надо им разъяснить это аккуратненько. Но давайте вспомним, все-таки кто такие? А? У нас есть Шурпак хитроумных слов, он был составитель. Сведущий в слове Шумера житель, наставлял сына своего Зеусудру. Ребята, но речь идет, конечно же, о том, что это все поучение для литератора, что это все поучение о том, как писать аллегорические тексты, что это правило для писателей, которым надо безукоснительно следовать. Посмотрите. Осла крикливого не покупай, стоит его крик в твоем затылке. Не пиши и не говори лозунгами. Поле у дороги не разбивай, затопчут. Не пиши и не говори о банальном, о том, о чем пишут и говорят все. Поле на ослиных тропах не возделывай, загубят. Не пытайся спорить с убеждениями, которые свойственны толпе, переубедить все равно не выйдет. Колодца посреди поля не выкапывай, водою зальет. Не углубляйся в тему без лишней на то необходимости. Дом на улицу не выпячивай, пусть в ряду стоит. Пиши и говори в одном общем стиле, который для этого повествования нужен. Не пытайся писать не стильно. Делай все в одном ряду. Ребят, огромное количество примеров. Меня переполняют здесь эмоции, потому что, читая, я получал огромное удовольствие, когда ты понимаешь, что вся мудрость написания литературы, все литературные курсы, по большому счету, они уложатся просто в чтение вот этих поучений Шурпака. Овцу на пастбище незнакомое не гони. Быка на земле ненадежно не заставляй пахать. Основание надежно и путь надежен. Пиши о том, о чем знаешь. Не пытайся углубляться в темы, о которых знаешь только понаслышке. Там, где ты сведущ, там и написанное будет надежно. Не пытайся воду хватать рукою, ослабеешь. Не многословь там, где нету мысли. То, что с тобой, то, что силой бросишь, тебя же потом сбросит. Слишком категоричное утверждение всегда опасно тем, что легко опровергается при уточнении деталей. Огромное число. Замечательное. Тот, кто украл и не вернул, худший из воров. Удивительное поучение. Если напрямую читать, то оказывается, если ты украл и вернул, то ты не вор. Можно украсть, но главное потом верни. Тот, кто украл и не вернул, худший из воров. Да, конечно, речь идет о плагиате. Ты можешь взять чужое, сославшись на него и упомянув. Но если ты взял чужое и не вернул, вот тогда ты худший из воров. Все поучения такие. Но ведь это замечательно. И шумерологи читают это как есть. И пишут диссертации на эту тему. Это, кстати, очень показательный пример того, что, с одной стороны, вот состояние шумерологии, когда очень умные люди, которые искренне хотят понять и разобраться, но реально боятся признаться, что в этих текстах есть что-то большее, чем просто прямое написание. Потому что есть уже огромное здание науки, построенное на вот этой корпоративной этике, когда каждый ссылается на другого, и когда прийти и сказать о том, что да все предыдущее было неверно, это взорвать это здание, взорвать этот храм. А взорвать этот храм – это значит нажить себе огромное число недоброжелателей. А кто же это хочет? И это даже подсознательно трудно себе позволить. А кроме того, если ты десятилетиями занимаешься этим, и если ты уже всю свою карьеру, научную биографию построил на вот этом изучении, то вы представьте, приходит кто-то и начинает тебе рассказывать о том, что вот есть, оказывается, скрытое аллегорическое прочтение. Даже подсознательно признать это невозможно, потому что кто же перечеркнет всю свою жизнь?
Это я заранее оправдываюсь, потому что вы наверняка зададите мне вопрос, а как к этому относятся шумерологи? Я пытался им это рассказывать. Ну, вы знаете, трудно передать то, что я видел в их глазах. Но давайте попробуем теперь подвести некий итог. Подвести некий итог, что мы увидели в этих царских списках. Ведь мы там увидели даже нечто большее, чем просто рассказ, аллегорический рассказ о цикличности истории. Мы обнаружили, что царские списки были важны для тех, кто их писал, не как попытка донести до нас реальную историю, а как попытка через вот эту историю, как бы реальную историю, рассказать о некой философии, рассказать о некой аллегории, которую хотел автор передать. Потому что авторы понимали, а что сохранится? Если это просто текст, да уничтожат этот текст, разобьют таблички, кому надо хранить какой-то непонятный рассказ. А вот рассказ о царях, а вот рассказ о том, кто когда правил, это скорее сохранят, это даже перепишут и будут уважительно к этому относиться. Кто просто какой-то рассказ сохранит? А вот рассказ о богах, да, рассказ о богах мы сохраним. И поэтому надо было всегда вот этот ковчег, вот эту философию смысла облачать в такую форму, форму религии, форму фальсификации истории, чтобы это сохранилось в веках. И я берусь утверждать, что огромное число тех самых летописей, которые мы знаем и которые нам рассказывают историю, по которым мы потом об этой истории судим, это на самом деле такие же аллегорические рассказы, где читать надо не то, что написано, а между строк ту аллегорию, которая за этим стоит. Я в следующий раз попробую рассказать о 5 главе и об 11 главе книги «Бытие», она же «Генезис», чтобы вы увидели, что и там вся та же самая история не просто повторяется, а как кульминация уже переходит даже на следующий качественно новый уровень, где мы встретим и звезды, и созвездия, и рассказ о цикличности философии смысла, но только уже и гораздо более подробный, и гораздо более трагический. Ну а дальше напомню, что все это делается в рамках проекта «Поиск утраченного смысла», ссылкой под видео. Хотите следить за видео, которые выходят, подписывайтесь. Если заинтересовало, расскажите об этом видео другим. Ну и напомню о существовании книги, которая называется «Происхождение смысла», которую очень рекомендую, которая продается на сайте для тех, кто хочет видеть доказательства и разобраться в этой истории поподробнее. Спасибо за внимание. До свидания.